Друзья, привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Всего лишь 3 часа езды на поезде от теплого Лиссабона, где за неделю был всего лишь один холодный день. И я приехала в город Порту, где все 4 дня, что я здесь пробуду, будет дождь. В сравнении с Лиссабоном здесь дождливее, да? Но в Лиссабоне у вас будет с весны 30 и больше, и летом будет очень жарко, поэтому... А здесь нормальное лето в Порту, 24 градуса всегда. Москвичка Ольга переехала в Порту не за дождями и туманами, а по большой любви. Встретила своего мужа, 6 лет назад. И в связи с тем, что он не привязан тоже к дому и к работе, и мог путешествовать, то мы жили на 2 страны. А потом случился ковид, и мы оказались, я заперта в Москве, он в Порту. И после этого решили съезжаться. Как местный житель, Ольга расскажет мне о радостях и трудностях жизни иммигрантов в Порту. Ну а я, как турист, окучу самые интересные и вкусные места этого самобытного города. И начну с самого сердца Порту – кафедрального собора. Главный храм Порту стоит на высокой горе, поэтому виден отовсюду. И от него открывается роскошный вид на старинный Порту. Собор начали возводить в XII веке и строили более 100 лет. За это время он много раз перестраивался и достраивался. В итоге получился прикольный архитектурный коктейль из романского стиля, готики и барокко. Внутри собора меня больше всего впечатлили 2 вещи. Первая – это сияющая золотом капелла святого Винсента, первого покровителя Порту. И второе – внутренний дворик в готическом стиле. Он был построен в XIV веке, а спустя 4 столетия его стены украсили 7 панно из бело-голубой плитки со сценами из Ветхого Завета. От собора спускаюсь вниз по милейшим, узким и кривым улочкам старого города. Местные жители разбили здесь настоящие сады из растений в катках. Предполагаю, что не только красоты ради, но и для прохлады в жаркие дни. Старый город построен буквально на скалах. Их фрагменты тут и там торчат из крепостной стены. Представляете, какая парилка здесь летом? Вынырнув из средневекового лабиринта улиц, натыкаюсь на нарядный дворец. Вот этот неоклассический дворец был построен в 1834 году, и зовут его дворец Болса. Здесь располагалась фондовая биржа Порту, ну и понятно, что надо было всем иностранцам, да вообще всем показать, что Порту – это могущественный, богатый город, и, в общем, поэтому говорят, что убранство этого дворца отличаются необыкновенной роскошью и богатством. Чтобы это увидеть, надо заплатить 12 евро. И причем просто так погулять по этим красотам у вас не получится, потому что туда ходят только организованные экскурсии и только на 4 языках. Английском, немецком, испанском и французском. Так что, друзья, учите языки. Дворцы, соборы, уютные улочки. Ну как среди такой красоты можно впадать в депрессию? Поинтересовалась я у Ольги. Ее тоже не минула эта участь. По ее словам, от ощущения потерянности в новой стране не спасут ни деньги, ни близкие люди рядом. Обычно ежедневная жизнь, она как-то теряет энергию. То есть ты вроде бы, да, дошел там до центра Десауды, там до поликлиники, что-то сделал. И это событие уже там на 2 недели, это очень большой стресс, очень тяжело. Не знаю, какая-то начинается такая желание уйти в сериалы куда-то, посидеть дома, покопаться в телефоне бесконечно. Как уверяют психологи, на адаптацию в новой стране уходит от 3 до 5 лет.
Мне это еще предстоит, а пока я наслаждаюсь Порто, как восхищенный путешественник. Здесь за каждым углом тебя поджидает неожиданность. Вот у меня за спиной заброшенное здание, и очень креативно мыслящие работники музеев решили вывести искусство в массы, в народ, на улицу. И в окна они поместили репродукции известных картин португальских и не только португальских художников. Необычно, прикольно. Не знаю, насколько это просвещает, но, по крайней мере, это развивает очень неплохой вкус и креативное мышление. Ребята, я нахожусь в совершенно необычном месте. Казалось бы, вот вокзал, его платформа. Это центральный вокзал Порту, вокзал Сан-Бенто. Но уникален в этом вокзале его зал ожидания. Вы посмотрите на эту красоту. Его стены отделаны полностью старинной плиткой в стиле азулежу. Это такой чисто португальский изразец. Они рассказывают о наиболее важных событиях в жизни Португалии. Обратите внимание, в зале ожидания нет ни одной скамейки. Их просто некуда поставить, потому что здесь сплошняком идут экскурсионные группы. В общем, уникальное место. Я не знаю, может быть, есть. Поделитесь, кстати, есть ли в мире еще действующие вокзалы и музеи одновременно. Кстати, а какие цены в Порту на транспорт и другие жизненно необходимые вещи? Метро, одна поездка на рубли, сейчас это где-то 150 рублей. Продукты в целом, наверное, здесь дороже, да, но качество сильно лучше. Очень дорогой интернет и телефон, это всегда прям шок. У нас тариф на 2 телефона с 10 мегабайтами мобильного интернета и домашним интернетом, телефоном там и всем-всем. 74 евро в месяц. Коммуналка тоже. Вот мы живем вдвоем. Отопление у нас газовое. Да, тут нет отопления. Тоже это большая потеря. То, что самое центральное отопление здесь, это газовая колонка в квартире. Повышением цен на газ, насколько я знаю, что меньше там 300 евро в месяц, если ты обогреваешься газом, это какой-то минимум. А вообще я в группе видела отзывы людей, которые не знали и попробовали включить. Потом они платили 600-900 евро в месяц просто за отопление. Да, жизнь в Европе очень быстро учит считать деньги и разумно экономить. Я, как бывалый турист, тоже знаю, на что не стоит тратиться. Это башня Клиригуш. С ней рядом еще церковь. Это такие барочные сооружения XVIII века. А башня является, с одной стороны, визитной карточкой Порту. Везде на всех проспектах и путеводителях она фигурирует. А с другой стороны, это самая высокая точка Порту, 75 метров. И такой туристический аттракцион. Ты платишь 10 евро, поднимаешься по бесчисленному количеству ступенек на самую верхушку башни для того, чтобы, о боже, увидеть очередной вид Порту с высоты. Я, поднявшись за время своих многочисленных путешествий на 155 башен и смотровых площадок и заплатив немалое количество денег, поняла, что это развлечение не стоит того. В каждом городе есть прекрасные высокие точки, бесплатные, с которых можно увидеть город якобы с высоты птичьего полета. Поэтому я решила не платить 10 евро. Лучше я выпью 2 бокала португальского вина или портвейна. Это, мне кажется, принесет мне больше радости. Ребят, вот эта длинная очередь, вот видите эту очередь, она стоит в книжный магазин. И это не потому, что гости Порту и его жители очень любят читать. Это очередной туристический аттракцион. Это самый красивый книжный магазин Европы. Он уже давно, видимо, не магазин, потому что, чтобы попасть туда, надо заплатить 8 евро. И люди готовы заплатить за это. Но по большому счету, нет, он, конечно, красив, но платить 8 евро и выстаивать в очередь, чтобы пробежаться по нему за 5 минут, не знаю, ребят, опять же, вопрос, кому что больше нравится. Мне стало лениво. Поэтому я залезу в интернет
залезу в разные видеостоки и наверняка найду там красивое видео этого магазина изнутри, покажу вам. Еще одна фишечка порта. Вот у меня за спиной находятся две церкви, вообще впритык друг к другу. Церковь Карму и церковь Кармелитов. А в основном сюда приходят люди полюбоваться на боковую стену церкви Кармы. Это вот она. Она украшена плитками азулежу. И сюжет, который там изображен, рассказывает об истории образования ордена Кармелитов. Но еще фишка, про которую мало кто знает, что эти две церкви когда-то принадлежали разным монастырям, женскому и мужскому. И чтобы, в общем, видимо, соблазна не возникало у мужчин и женщин, то между этими церквями построили домик маленький. Это самый маленький, узенький в порту домик. Его ширина всего лишь 1 метр. Друзья, я пришла на рынок Болин. Это такой большой рынок, где в основном тусуются обычные жители порту. Ну и туристы, конечно. Он, конечно, огромный. Сейчас мы посмотрим ассортимент. А в конце, вот видите, сколько тут бокалов. Попробуем португальское вино и, может быть, портвейн. Вот такой. Красивый, очень, очень чистый, ребят, просто необыкновенно чистый. И нету совершенно запаха. О, посмотрите, какие шампиньоны. Вот это шампиньоны. Ребят, это гигантский шампиньон. Стоит 9,25 евро. О, ребят, сыры. Сыры ты можешь купить винца и тут же попробовать сыра. Ассортимент огромен, 6,80. Это какой-то, видимо, изысканный сыр. Это 3 сразу сыра. Можно, кстати, взять на дегустацию. Смотрите, 5 евро. Много-много разных сыров. Для глинтвейна, ребят, все, что нужно для глинтвейна. Вот сухофрукты, смотрите, курага. Кстати, дорогие сухофрукты. Курага почти 12 евро. Я покупаю за 700 рублей на рынке. Вот. Финики 17, сухофрукты дорогие. О, мои любимые ребята, оливки. Посмотрите, тоже килограмм 18 евро. Маслины огромные просто, не знаю. Посмотрите на эту тыкву. Интересно, ее целиком покупают? Так, салат 3,60 евро. Картофель. Вот такой картофель синий. Синий, ребят, я большой специалист по картофелю. Евро 50. Яблоки. 2 евро 200 рублей. Ну, пока 200 рублей. Может, я когда вернусь, уже будет 300. А может 400. Так. Хурма 4 евро. Вот здесь можно купить разные виды вина, бокальчики. И на столиках купить, кстати, набор сыров и на столиках попробовать. Бокалы, ну, то, что считается у них премиум, стоит в районе 5 евро. Обычные бокалы, обычное вино стоит 3 евро. Ребят, у нас тут устрицы, ежи, это все готовые закуски к вину. В ракушек из-под мидий всякая красота. Стоимость тоже неплохая. Вот. 8 устриц стоит 12 евро. 10 креветок 6. Что у нас тут?
Вот это, я не знаю, это лангустин или креветки не вареные. Они стоят 20 евро, а вареные 18. Ребята, осьминоги. Осьминоги стоят 15 евро. Это, по-моему, дорадо, да? Дорадо 10 евро. Там в зависимости от размера маленькая стоит 10 евро, вот такая большая 20. Так, устрицы. Устрицы 3 штуки 7 евро, больше всех 12 штук 25 евро. И опять же, как не удается, ничего не пахнет. Вот еще закусочки. Посмотрите, какие мидии огромные. Даже крабы есть. Ребят, я не устояла от соблазна. Купила белого сухого вина из Порту. Оказывается, в Порту не только портвейн производится, но очень классное вино. Оно такое легко газированное. Ой, красота. И там же за прилавком закусочку из сыра. И тут вокруг меня все закусывают, пьют в таком прекрасном рождественном, тоже новогоднем, предновогоднем настроении находится. Вот я считаю, не надо платить деньги за какие-то смотровые башни, какие-то странные старые красивые магазины, которые вместо того, чтобы торговать книгами, продают билеты, чтобы попасть в этот магазин. Или, например, я даже не дошла до этого кафе Маджестика, тоже какое-то старинное красивое кафе. Просто посидеть, заплатить кучу бабла, посмотреть на этих снобов-официантов, в этих древних, в этих старинных красивых кафе почему-то все официанты-снобы. Вот лучше прийти там, где живая жизнь. Рынки, где местные жители, где народ отдыхает, и ты погружаешься в атмосферу этого места, и это самое ценное в путешествии. Надо сказать, что в умении замедляться и получать удовольствие от жизни португальцы большие мастера. Медленно. Здесь все более медленно, чем в России. Первое время очень трудно. Ты уже бежишь, а оно, никуда, понимаете? Ты привык же бежать, как угорелый, язык на плече. А здесь просто все более замедленно, но при этом и получается и жизнь длиннее. Есть вот эти паузы, и есть когда жить. Вот в чем разница. Мне, как женщине предпенсионного возраста, интересно было узнать у Ольги еще две вещи. Во-первых, про местную пенсию. Мой свекр, которому 83 года, он работал врачом. У него симпатичный розовенький двухэтажный домичек с бассейном во дворе небольшим, с апельсиновыми деревьями и пенсией в 6 тысяч евро в месяц, потому что он работал врачом, и он работал в приватном и в публичном, у него такая пенсия. Второй животрепещущий вопрос про местную медицину. Здесь очень хорошая государственная бесплатная медицина. То есть, если какие-то серьезные вещи, операции, там еще что-то, очень все хорошие программы, очень хорошо и качественно лечат. Я заметила, что даже мои подруги, которые могут себе позволить любой платный госпиталь, когда им плохо, они едут в бесплатный и сидят в очереди, потому что там лучше все равно, это уровень очень хороший. Так, в принципе, если ты хочешь, как у нас в Москве, там, быстренько сделать себе УЗИшку, проверить что-то еще, то, конечно, это надо бесплатно. Это надо ожидать, у тебя запись через месяц, через 2 к врачу, там. Долбанутый, что ли? Так началось мое утро 1 января. В Порту ничего не работало, и я отправилась в рыбацкую деревню неподалеку, чтобы окунуться в аутентичную Португалию, так сказать. Друзья мои, как вы думаете, что вот это за маленькое здание у меня за спиной?
никогда бы не поверила, это общественная прачечная. Это общественная прачечная, действующая, где нет стиральных машинок, сушилок, где женщины стирают руками. Мне очень жаль, сегодня 1 января, поэтому прачечная закрыта. И я не могу вам показать этих отважных, смелых женщин, которые при наличии стиральных машин все равно приходят сюда и стирают. Видимо, речь уже идет не об удобстве, а об общении и традициях. Я нахожусь в районе Афурада. Вот если вы хотите попасть в атмосферу типичной рыбацкой деревни, то приезжайте сюда. Это прачечная была специально создана для жен рыбаков, которые стирали белье и общались. Главное назначение сегодня этой прачечной общения. Но еще другая интересная штука. Вот посмотрите, эти странные конструкции для сушки белья из палок и веревок, которые используют рыбаки для ловли рыбы. Как говорят, сделаны из говна и палок, но в хорошие времена, в смысле, когда прачечная работает, здесь все закрыто белыми простынями, пододеяльниками. Здесь сушат белье. Посмотрите, домик. И это дом не на одну семью, это дом на целых 3 семьи. Здесь 3 квартиры. 163, 165 и 167. То есть сказать, что в этом доме очень роскошные апартаменты, совсем нельзя. Но домик классный. Мне повезло, все-таки единственный рыбный ресторан и на улице, где рыбу сразу для тебя жарят на гриле, открыт. Ну и сейчас я вам его покажу и попробую, что-то вкусненькое есть. Вот видите, прямо на берегу находится небольшой ресторанчик. И стоит гриль, стоит мужчина, а рядом с ним рыба. Это дорадо, сибас, креветки, сардины и семга. И ты можешь заказать себе рыбку, и ее пожарят вот здесь на гриле. Вот, ребята, мне принесли рыбку. Выглядит очень аппетитно. И маленькая бутылочка белого сухого португальского вина. Такое белое мясо. Ребят, очень вкусно. Морская соль, она похрустывает. В общем, красота. Речка, улица, солнце. Такое редкое солнце в порту, рыбка, белое сухое вино. Жизнь удалась. Одна большая рыбина дорадо, 300 мл сухого белого португальского вина стоит 17,50, 17,5 евро. Очень по-человечески. Я хочу сказать, что публика здесь собралась очень такая аристократическая. Этот район достаточно фешенебельный. То есть, если пойти дальше немножко от рыбацкой деревушки, то там начинается район с красивыми домами новыми, с парками, с беговыми дорожками. И здесь любят селиться жители развитых европейских стран, таких как Великобритания, Швеция. Американцы очень любят здесь селиться, и по публике, которая вокруг меня, это ощущается. Это такой, знаете, такой старый день. С богатыми европейцами все понятно, у них денег много. А может ли средний класс из России потянуть квартиру в Порту? Поинтересовалась я у Ольги. Она риэлтор и прекрасно ориентируется в местной недвижимости. У меня ребята сейчас купили недавно близко от станции электрички. Это большой Порту. 130 они купили. Немножко руины, но под ремонт, но нормально, даже не Т1, даже она Т2 даже. Но это далеко, это самое, что дешевое, что нашлось, какое-то приемлемое. В городе, понимаете, что категория жилья, то есть они купили домик старенький, да? Там будет больше уходить на отопление и все остальное. Чем дом новее, тем, да, сейчас, да, все ближе к 200, хорошие квартиры, 180 где-то можно еще найти. Я считаю, что в Португалии еще огромный потенциал роста цен. Именно Лиссабон чудовищно дорогой.
Лиссабон, Кашкайш, вот эти части, они уже просто, я не знаю, и куда дальше, я не знаю, куда дальше. Рисейра, вот эти все части, все, что на юге, оно безумно дорого. Но почему-то русскоязычные не знают, что существует Порто с более мягким, сильно более мягким климатом. С меньшим населением у нас более ровный какой-то состав, у нас здесь чище. И здесь сильно дешевле недвижимость еще. То есть вы здесь в Матузинише можете 250 купить на берегу океана хорошую квартиру. После плотного обеда я решила погуляться по набережной до того места, где создается тот самый знаменитый портвейн. Ребят, я сейчас нахожусь в Вилла Нова де Гая. Это второй по величине после Лиссабона город Португалии, и он находится всего лишь через мост, через реку от города Порту. Многие считают, что это именно Порту, но это другой город, Вилла Нова де Гая. И именно здесь созданы вот эти знаменитые погреба, где выдерживается знаменитый португальский портвейн. Портвейн может быть только португальским. Он должен быть создан из винограда, выращенного в районе Порту и выдержанным в погребах и в бочках, которые тоже находятся в районе Порту. В данном случае Вилла Нова де Гая. А вот весьма оригинальная реклама международных производителей и продавцов портвейна. Вот видите, это старые лодки, на которых размещены бочки с портвейном. И так они перевозились в Великобританию, в Старый Свет. Портвейн – это главный бренд и главный бизнес Порту. При строительстве самого известного в Порту моста Луиша I специально был создан нижний уровень, соединяющий город с винными подвалами и складами Вилла Нова де Гая. По нему сегодня можно прогуляться. Кроме винных погребов, Вилла Нова де Гая можно посетить огромный магазин консервов и сардин и полюбоваться необычным уличным искусством. Эта композиция сделана из опуха, и называется она «Полукролик». Создал ее известный уличный художник Бардало II. А почему полукролик? Потому что одна часть кролика выкрашена в цвета, а другая сохранила расцветку обычных отходов человечества. И мой вам совет – задержитесь здесь до заката, чтобы надолго запечатлеть в памяти завораживающий ночной Порту. Свои впечатления о Порту, как города для жизни, для экспатов, я хотела записать, естественно, в Порту. Но случилось непредвиденное. Я человек, который любит делать все на ходу. Вот спускаясь по лестнице в метро, я смотрела направление, куда я еду. И, в общем, я споткнулась, прокатилась по лестнице и растянула себе голеностоп. И в Италию, это мой следующий пункт, я ехала хромая с раздутой ногой и проклиная все на свете. Поэтому свои впечатления о Порту я записываю во Флоренции. Вот сейчас в этом старом доме, где все пахнет историей, прям в самом историческом центре Флоренции, вот в 200 метрах от меня находится галерея Уффици. Сейчас идет дождь, и самое время поговорить, подвести итоги своего путешествия и прогулок по прекрасному городу Порту. И вообще я не только о Порту, а о Португалии хочу сказать, насколько это место привлекательно для жизни. Опять же, я сравниваю с Испанией, потому что был до этого большой трип по Испании. Хочу сказать, что по соотношению цены и качества Испания намного выше Португалии. При всей моей любви к Португалии, это замечательное место для туризма, для отдыха, для серфинга, потрясающий Атлантический океан.
потрясающее дешевое португальское вино. И, собственно, на этом преимущества Португалии для жизни заканчиваются. Потому что Португалия намного беднее, чем Испания. Это видно. Видно потому, как одеты люди, потому, как выглядят дома, потому, как выглядят кафе и рестораны. По крайней мере, в Лиссабоне это очень заметно. Скажем, они более пошарпанные, более бедные. И вообще ощущается, что инвестировать деньги в Португалию стали совсем недавно, потому что она такая, как одеяло лоскутное. Один лоскут ухоженный, весь такой фешенебельный, другой лоскут грязный, пошарпанный и бедный. Вот такая Португалия. И при том, что качество жилья намного ниже, чем в Испании, в больших городах, я говорю. Цены просто зашкаливают. Аренда квартиры за 1000 евро – это очень дешево. Это очень дешево. То есть, мне кажется, даже приличной квартире за эти деньги найдешь. А цены на продукты те же самые, что и в Испании, только вот вино дешевле. С точки зрения культурной жизни, ну, конечно, Испания круче. Испания больше, в Испании больше красивых городов с большим историческим прошлым. В Португалии тоже есть, но, мне кажется, месяца достаточно, чтобы все их объездить. И, в общем, вот опять же, возвращаясь к мысли о том, что по соотношению цены и качества Испания намного выше Португалии, поэтому пока большой жирный плюс стоит для Испании у меня. У меня еще осталась Италия. Но в Италии у меня не будет такого долгого путешествия. Я заеду во Флоренцию, но не для того, чтобы изучить ее на предмет жизни там, а просто хочу сделать паузу и посмотреть, приобщиться к прекрасному, приобщиться к великому, а потом поеду в Геную. Вот Геную и окрестности – это цель моего визита в поисках идеального места для ВНЖ. Так что, ребята, если вам это интересно, не забывайте подписываться, жать колокольчик, чтобы не пропустить самое интересное, делиться вообще своими знаниями и впечатлениями, потому что это очень важно. Я с вами тоже буду этим делиться, потому что проехав эти государства и пообщавшись с большим количеством русскоязычных, я, конечно, сделала свои выводы. Это очень полезный опыт, очень полезный и нужный опыт. Поэтому тоже делитесь, рассказывайте о плюсах и минусах Португалии, Испании, Италии для экспатов. Вот, так что, ребята, мы продолжаем путешествовать, продолжаем изучать идеальное место для жизни, для реализации, для жизни для того, чтобы жить, а не для того, чтобы работать. В общем, так хочется жить. Я сейчас с вами прощаюсь. Оставайтесь со мной. Мы продолжаем путешествовать. Целую, ваша Юля.